Всем привет, друзья! Сегодня будет видосик про замену задних тормозных колодок на Lexus RX 400. Видосик будет подходить также для 300-х, 330-х, 350-х. Вот. На самом деле процедура несложная. Справиться можно совершенно спокойно в одиночку. Вот, практически в полевых условиях. Нам понадобится домкрат. Нам понадобится ключик от колеса. Понадобится ключ на 14. Не у всех он есть, поэтому посмотрите внимательно, есть ли у вас в наличии ключ на 14. И также купленные колодочки. Колодки можно купить в каком-нибудь магазине типа Экзиста, Автодока и каких-нибудь других серьезных магазинов. Не покупайте на каком-нибудь Озоне, Вайлдберрисе и так далее. Там 100% палево всякое. Поэтому я, по крайней мере, всегда покупаю в какой-то проверенной конторе. Так, ну по поводу колодок понятно. Вот. Сейчас будем откручивать заднее колесо. Сначала поставим домкрат. Домкрат, кстати, в правильное место надо ставить всегда. Мне потому что пару раз, когда колеса меняли, пару раз замяли прямо вот эту штучку, которая для домкрата. Просто здесь это место специально сделано так, что машина никуда слететь с него не может. И если ее помнут, мне потом в другом сервисе это дело исправляли. Мастер ругался плохими словами на того мастера, который мне колеса менял. Так, не попал. Чуть-чуть вот так вот. Все. Танюшка, покажешь там, или там видно тебе? Тебе видно там, куда домкрат попал? Для того, чтобы машина не укатилась, под диагональное колесо, то есть, допустим, мы сейчас снимаем заднее левое, заднее правое, значит, под переднее левое я положил сейчас противооткатные, для того, чтобы машина никуда не слетела у нас. Ну и, собственно говоря, откручиваем болты на колесах. Раз. Слишком сильно крутить. Кто закрутил, я не знаю, но этим пневмопистолетом закручивали, скорее всего, в шиномонтажке. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Дозвонились тут у меня по срочному делу. Так, это открутил, это открутил, это открутил, это не открутил. Оп, открутил. И этого. Открутил. Все, труба нам больше не нужна. Все, поднимаем машину. Я вообще терминатор. Славик, говорит, непобедимый. Так. Да, кстати, если кто-нибудь знает, где делают колеса хорошо в Московской области, в сторону Сергиева Посада. Видите, в каком состоянии? Диски ушатались, умерли. Весь товарный вид потеряли вообще. Это все, походу, соль московская. Вообще прям этот весь хром слез. Их, по идее, надо пескоструить полностью. Они даже не кривые, они просто с краской облезлой. Их отпескоструить, блин, и покрасить. Они будут как новые. Так, домкрат. Эту штучку, чтобы не мешалось.
Ну вот, собственно говоря, мы попали в правильное место. Так, вот у нас колодки. Блин, началось. Так, ну, собственно говоря, вот у нас получается наш суппорт. Там внутри колодки. Я всегда забываю, в какую сторону крутить. Так, вот так вот мы будем выкручивать. Значит, я должен крутить вверх. Угу. Так. Так, мне там не хватило дури сорвать, поэтому я сделал вот так. Так, пошла. Первая пошла. Второй. Перевернуть. О. Все, сорвался. Но это была самая сложная, на самом деле, задача на сейчас. Так. Вот здесь, кстати, у меня с той стороны нюанс появился. Закрутил, вернее, открутил. А там потом выяснилось, у меня не вытаскивается этот. Ну-ка. Выяснилось, что у меня не вытаскивается ключ из этой штуки в положении. Ну, тут руками откручивается, да. Итак, откручиваем направляющие. О. Вот обратите внимание, снизу она с пипкой, сверху она будет без пипки. Сейчас я принесу чистую тряпочку, куда класть их. Так. Так, верхняя есть. В смысле, нижняя. И верхнюю сейчас снимем. Видел, как я их ВДшками набрызгиваю, но нет у меня ВДшки. Так что на сухую. В принципе, выкручивается хорошо. Колодки на самом деле достаточно часто меняются относительно каких-то других вещей. Поэтому полагать, что болты сильно прикипевшие будут, так-то не стоит. Да, кстати, я поменял их. В смысле, менять начал. Потому что у нас странный звук сзади появился. Так, не крутится еще, пальцами нет. Так, надо помочь. Угу. Все. Сюда. Вот видите, он без пипки. Они, видите, какие все такие страшненькие. Сейчас мы их отмоем, смажем. Будет все нормально. Так, вот если она у нас не вытаскивается, мы можем плоской отверткой чуть-чуть вот здесь снизу помочь, чтобы колодочку освободить. Вот, видите, зашевелился. Ну вот и все. Что говоришь? Не видели. Колодки-то, блин. А, смотри, здесь тоже ушаталась внутренняя колодка вообще как сильно. Ты вот подойди как-нибудь по-другому. Стоишь и
Все, пусти. Ну да, колодки явно пора менять, да? Судя по тому, что они умерли в таком состоянии. Так. Ищи их туда. Смотри, как будто прям въелись. И ни туда, ни сюда. С той стороны-то оно вообще выпрыгнуло прям само. Практически. Заходить не хотела. А вот выпрыгнуло само. Ну все, расшевелил. О, все. Так, это пошла. А это не хочет. Снизу. Иди сюда. Вроде бы ничешные даже, да? Вот даже не 50% изнутри. Вон, смотрите, какая новая была. А вот изнутри она вон железо по железу была уже. Поэтому так вот заглядываешь иногда. Вроде ничего. А вот внутренняя колодка вон вообще без этого. Вот что осталось от второй колодки. Ничего не осталось. Она уже железо по железу была. Не ладно, хоть еще вовремя заметили. Так, ну все. Чистим. Ставим новое. Посадочные места все сразу пробегу, чтобы грязюки никакой не было. Возможно, какая-нибудь грязь набивается и их закусывает. Или суппорт закусила, кстати. Хотя на самом деле странно. Обычно, если суппорт закусывает, направляющие суппорта так легко не выкручиваются. Они же вообще практически пальцами выкрутились. Так, ну все, собственно говоря. А теперь вопрос. Так, где коробочка от этого? От колодок. Так, давайте сначала тогда до вопроса. Все-таки я сначала отмою направляющие. Это бензин, если что. Так, первое. Так вот. Вопрос заключается вот в чем. В комплекте с колодками, вот с этими колодками, вот с этими, было две смазки. Одна смазка Brake Cylinder Grease написано. На второй написано Disc Brake Anti-Squeal Grease. Вот это, насколько я понял, это смазка для направляющих. Я могу ошибаться, поэтому напишите в комментарии, если я неправильно сообразил. То есть мы смазываем направляющие вот этой штукой. И их туда потом на место ставим, чтобы они ездили, чтобы, вернее, по ним могла ездить сам суппорт. А вот второй пакетик. Вот смотрите, что тут нарисовано. Что надо типа снять вот эту штучку. Покажу сейчас. Снять вот эту штучку. Она снимается здесь достаточно легко. Сейчас отщелкивается она. Вот. Типа нанести вот сюда.
картинке даже так нарисовано. Да и в описании так написано. Вопрос зачем? Что это такое вообще и зачем оно нужно? И не совсем понял. Я, конечно, раз в паспорте написано делаю, но если честно, нифига не понял, зачем это нужно. Поэтому, кто знает, что это такое и зачем оно надо, напишите, пожалуйста, в комментах. Потому что это реально очень интересно, что это такое. Тут я перестарался, сейчас я сюда еще принесу немножко. Так вот. И еще чуть-чуть. Типа так. Я, конечно, все понимаю. Но это какие-то современные нанотехнологии, что ли? Так. То есть мы прикляпываем сюда. Колодки прикрепляем, туда смазку набиваем. Вот. Поэтому будьте так любезны, кто знает, напишите, пожалуйста, в комменте, что это такое вообще. Фиг знает, я прямо весь в удивлении. Так, это у нас смазка. Вот эту смазку я помню, потому что это даже у кого была шестерка какая-нибудь, Жигуля, в общем. Там вот на передних колесах там тоже были суппорта, в смысле дисковые тормоза. И вот там такая смазка тоже использовалась. Даже цвет и прямо консистенция похожая. Так, рано намазал, потому что я не протер еще там. Сейчас протру. Так. Чистую тряпочку. Нет у нас чистой тряпочки, а вот чистый кусочек нашел. Остатки старой смазки, она, конечно, умерла уже. Да? Смазка уже все вообще никакая была. Так. Хотя с той стороны вообще было сухо. Да, здесь сухая практически. Итак, теперь финт ушами. Где? Куда я дел эту штуку для финта ушами? Где у меня эта штуковина для финта ушами? О, Господи, потерялась. И что, ее не принес? Вот, принес же ее, да. Теперь смотрите финт ушами. Для того, чтобы нам колодку надеть на место, у нас сейчас не хватит места. А не хватит места, потому что цилиндр, видите, он выдавленный. Его руками фиг задавишь на место. Вот он насколько выдавленный. Делаем следующим образом. Берем болт. Вот так вот. Надеваем на него шайбочку. 5 сек. Вот так. И начинаем его закручивать, чтобы он задавил цилиндр туда вовнутрь. То есть нам надо цилиндр сейчас в максимально задвинутое положение переставить. Ключ на 17. И поехали. В принципе, двигается легко достаточно. Вот, но без этого вы никак не сможете поставить колодки на место потом. Так. Слушай, может у нас цилиндр закусывает? Что-то он не очень легко пошел. Он пошел, конечно, но прямо так неохотно. И пошел. И не пошел.
Так. Ползет, не ползет. Давай же уже, что? Прям напряжение. Походу, тут не супер, походу, тут у нас еще цилиндр тормозной подзакусывает чуть-чуть. Вот, пошел хорошо. Но почему он сразу не пошел? Прямо с такой неохотой. Видите, зашел на место. Прямо как будто я его заставлял сейчас. Ну вот и все. Я думаю, нормально. Так. Угу. Вот и все. Видите, цилиндр ушел туда вовнутрь, до упора. Сейчас спокойно можно надеть колодки. Колодки. Так. Так, вот у нас колодочка. И с той стороны также засовывается. Вот все. Я весь в этой смазке перемазался. Вопрос в студию. Что же это такое все-таки? Интересно, очень любопытно. Потому что вообще-то, если так подумать, температура здесь высокая. То есть эта смазка должна быть еще и конкретно устойчивая к температуре. Вопрос, что это такое, вообще не знаю. Ага, смотрите, цилиндр я не додавил до конца, да? Видите, не налазит, она должна легко зайти. Так что крутим еще. Что-то я, походу, не довернул. Ну ладно, ничего страшного. Такая вот элементарная приспособа. На самом деле, я думаю, все, кто менял тормоза на каких-нибудь «Жигулях», все такую приколюху сделали себе уже давно. В смысле, такой штукой пользуются. Болт и шайба. Так. Есть, конечно, специальные приспособления, которые специально для того, чтобы задавливать цилиндры. Ну какой смысл? Вообще туго идет, смотри. Я бы сказал, не хочет. Может быть. Потому что я не могу. Я так на той стороне же я руками его удержал. В смысле, пока задавливал, я его руками держал. А здесь я не могу за резьбу удержать, чтобы он не проворачивался. Ага. Пошло. Давай, ползи. Так, кажется, я шайбу криво поставил. Ну, вроде до упора. А что она? Может быть, не до упора. Привет соседям. Привет. Здрасте. Я думал, они резину меняют, они колодки сзади. Да. Как дела? Ну как пили, так и пьем, все нормально. Нам ли быть печали? Бросим. Да, ну все хорошо. Пошло? Да, все зашел. Нет? Зашел. Зашел. Да. Так, все хорошо.
Хотя для такой машины. Ну, так-то да. Смазанный. Да, надо мазать. Я каждый год мажу. А то у меня один раз, 3 года не помазал, не знал, что их мазать надо. Супер У меня заклинило, да? тук-тук-тук-тук-тук. А, и заклинило его, да? Не клинило, ну это самое, плохо ходили. А, ну понятно. Так. Первая оделась. Сейчас вторую смажу. В смысле нет? Да. Ну, у вас тут порядок, по-моему, никто это сам. Замок-то вешали на этот? Не. Не вешали? Не. Ну, никто не ходил тут. Это самое. Не пройдешь. Да мне кажется, замок-то что тут спасет, что ли? Если так, если на то пошло. Только сломают, все. Все. Ну, Да, все мне хорошо. жена Наша. так светила. Хрен заставишь. Конечно. У меня самое Ну, лучшее. давайте, счастливо. Счастливо. Счастливо, спасибо за напутствие. Итак. Все, видите, от руки все закручивается у нас. Вообще-то, если у вас есть динамометрический ключ, то вот эти болты надо закручивать с усилием 35 ньютон-метров. Это ключи с трещоткой нужны, по идее. Но я чисто на опыте, конечно, сейчас сделаю. Но вообще как бы, знаете, 35 ньютон-метров. Хотел сказать нанометров. Ньютон-метров, да. 35. Это в паспорте написано. Так. Тормозной цилиндр на самом деле подозрительный. Вот этот. Я бы сказал так. Так, первый готов. Вот так вот. Тут где-то 35. Ровно. Ладно, что. Так, ну, собственно говоря, вот вся процедура замены. Для тех, кто не понял, в чем был вопрос, нафига нужна белая смазка? Возможно, я ее нанес не туда. Раз. Да, а потом, возможно, ее вообще не надо было носить, или вообще это что-то другое. Поэтому, как уж закручивая колес на место, снимать не будем. Поэтому я с вами прощаюсь. Напишите в комментарии, не поленитесь, пожалуйста. Все, с вами был канал Мой Lexus и другие автомобили. Самый скучный канал о Lexus. Самый скучный автомобильный канал вообще на всем YouTube. Вот. Но тем не менее, вы его смотрели. Спасибо за просмотр. Всем пока.